А сейчас мы с вами поговорим о содержании книги Руфи и, прочитывая эпизоды из нее, будем их комментировать. Итак, первая глава начинается упоминанием о, как уже было сказано, о периоде судей. В те дни, когда управлялись судьи в Израиле, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и 2 сыновьями своими жить на полях Моавитских. Вот здесь, наверное, сразу стоит отметить, что Вифлеем по-еврейски звучит как Бет-Лехем, переводится как «дом хлеба». То есть Вифлеем можно даже, наверное, перевести как «амбар», где хранится хлеб. И тем не менее здесь говорится о голоде, который произошел в Вифлееме, и героям этой книги пришлось даже переселиться в чужую страну из-за голода. Имя человека этого Елимелех, что переводится как «мой Бог царь» или «царь» — это Бог. Да? Имя жены его Ноеминь, а имена 2 сыновей его Махлон и Хилион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского. На самом деле все имена в этой книге говорящие. Значение имени Елимелеха мы уже сказали. Ноеминь можно перевести как «сладость» или «услада». А имена Махлона и Хилиона, которые, как вы слышите, да, очень подходят друг к другу, соотносятся, можно перевести как «больной» и «нежилец». То есть здесь сразу же, наверное, автор в самом начале подчеркивает судьбу, несчастную судьбу вот всего этого семейства, несмотря на то, что имя главы семейства означает «мой Бог царь». Вот несмотря на это, их ждет в Моаве достаточно несчастливое, скажем так, будущее. Пришли они на поля Моавитские и остались там. И умер Елимелех, муж Ноемини, и осталась она с 2 сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего, то есть имеется в виду, что она осталась и без сыновей, и без мужа своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. Здесь мы видим, что иудеи свободно, скажем так, женятся на моавитянках. Здесь нет никакого конфликта, здесь им никто не препятствует так поступить. То есть совершенно свободно они выбирают себе жен из моавитянок, вот, очевидно, естественно, предполагая иметь от них потомство, детей. И уже даже в этом, наверное, действительно прослеживается такой, знаете, противовес отношению к моавитянкам в книгах Ездры и Неемии. Кроме того, здесь акцент священный писатель делает на том, что женщины остались одни, без мужей. И самое главное, что Ноеминь, оставшись вдовой, она остается без сыновей, а женщина в древнем обществе без мужчины — это практически бесправное существо. У нее только 2 снохи. Но эти 2 снохи — моавитянки. А так или иначе, они представители иного народа. И вот посмотрите, когда она узнает новости о том, что Бог вспомнил о своем народе и дал ему хлеб, то есть здесь упоминается Бог впервые на страницах этой книги, упоминается, как Бог действует в отношении своего народа. Он заботится о нем, Он дает
хлеб своему народу. И интересно то, что на протяжении всего последующего повествования, вплоть до почти самого конца, Бог никак не действует открыто в книге. Он лишь упоминается в словах героев, которые либо благословляют Его именем, либо молятся Ему, обращаются к Нему. Но Бог действует через поступки героев и через, в кавычках, случайные обстоятельства, которые призваны привести в исполнение Его божественный план в отношении семьи Елимелеха. И лишь в конце, в самом конце книги, в 4 главе, Бог снова действует открыто. В конце книги говорится, что Бог дал беременность Руфи. То есть здесь Он дает народу хлеб, голод прекращается. А в конце книги Он дает беременность Руфи, и Ноэминь вновь обретает потомство. Мы об этом сейчас с вами как раз и поговорим. Как все привело к такому счастливому к концу. Итак, Ноэминь решает вернуться на свою родину. Она уже идет туда, и снохи ее сопровождают. Очевидно, сама Ноэминь предполагала, что они дойдут до границ Моава, и, проводя ее, останутся или вернутся, скажем так, да, к своим родным. А она пойдет дальше. Но когда они уже подходили к земле иудейской, она видит, что Руфь и Орфа не собираются ее оставлять, они продолжают путь вместе с ней. И тогда Ноэминь обращается к ним, как бы, может быть, даже несколько испугавшись того, что они с ней остаются, и говорит им: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей, и да сотворит Господь с вами милость, как и вы поступали с умершими и со мною». Вот здесь впервые упоминается слово «хесед» — «милость» в отношении моавитянок. Моавитянки проявляют хесед, милость по отношению к Ноэмини, и они проявляли милость и любовь по отношению к умершим, то есть к Елимелеху и своим мужьям. И Ноэминь благословляет их и призывает Господа сотворить им по их же добрым делам. Да? «И да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище», или лучше перевести, может быть, как «покой», в доме, каждая в доме своего мужа. Здесь интересно, возможно, привести такую параллель в более поздних раввинистических толкованиях, согласно которым дом для мужа — это его жена, а покой для жены — это ее муж. И вот здесь некая аллюзия, да, вот мы видим какую-то связь между этими двумя мыслями. «И поцеловала Ноэминь их, но они», то есть она их поцеловала в знак прощания с ними, «а они подняли вопль и стали плакать громко, и сказали: нет, мы пойдем с тобою, вернемся к народу твоему». Тогда Ноэминь, и здесь приводится целая речь Ноэмини в 11-13 стихах. Она сказала им: «Возвратитесь, дочери мои. Зачем вам идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если бы я и сказала, что есть у меня еще надежда, то есть надежда иметь сыновей, и даже если бы я в эту ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж?» Смысл этих слов на поверхности, он достаточно понятен. И заканчивается речь Ноэмини так: «Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас», или, можно сказать, горюю о вас больше, чем о себе. Вот так можно перевести эту фразу. «Ибо рука Господня постигла меня». То есть здесь, посмотрите, здесь используется выражение «рука Господня» как образ страдания и несчастья, которое испытывает сейчас Ноэминь.
И с одной стороны, она как бы этим хочет сказать, что ее жизнь уже закончена, ее уже ничего не ждет хорошего в будущем. Поэтому вам, еще молодым, следует от меня отделиться и начать все заново. Потому что я хотя бы уже была замужем и имела детей, а у вас нет сейчас ни мужей, ни детей. Это первое. Второе, возможно, здесь имеется в виду представление если так можно выразиться, о заразности проклятия. То есть в древности это было на самом деле таким очень живучим представлением о том, что человек несчастный, он как бы заразен, то есть на нем лежит какое-то проклятие, и те люди, которые с ним так или иначе общаются, могут заразиться и быть тоже несчастными и проклятыми. И вот она здесь переживает за них и хочет, чтобы они вернулись в свои дома, чтобы их не постигло дальнейшее несчастье. Но с одной стороны, они обе сначала проявляют нежелание так или иначе расставаться с ней, но в то же время Орфа, сказано, несмотря на плач, простилась со свекровью своею и возвратилась к народу своему. А Руфь осталась с ней. Наими сказала Руфи: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткою твоею». Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя». Здесь на самом деле дается своего рода объяснение именам вот этих двух героинь моавитянок. Дело в том, что Орфа с еврейского можно было бы перевести как затылок или задняя часть головы или шеи. То есть это говорящее имя, и говорит оно о том, что Орфа отвернулась от Наимини, повернувшись к ней затылком, спиной. Но скорее, наверное, может быть даже, хоть это и правильная этимология, по-видимому, но автор противопоставляет здесь поведение Орфы поведению Руфи. А Руфь, значение ее имени, можно было бы объяснить как напоение влагою. Глагол, от которого происходит еврейское имя и слово «рут», «руфь», «рут», глагол «раве» встречается несколько раз в Писании как раз именно в таком значении, когда дождь или снег падают на землю, они напояют ее, и она приносит плоды. И вот здесь как бы Руфь выступает в образе такой полной, напояющей и дающей жизнь чаши. Именно это отражено в некоторых даже современных переводах, когда имена переводятся именно, не даются просто как Руфь, а имя переводится как полная чаша, например. А имя Орфы, соответственно, переводится как что-то обратное, перевернутое этой чаши, как донышко. Вот так вот можно перевести имена этих двух героинь. Так вот здесь Руфь, указывая на то, что ее невестка возвратилась, она как бы отвернулась от Наимини, она говорит: «Не принуждай меня оставить тебя, отвернуться как бы от тебя». То есть здесь заключен нравственный смысл в этих словах, а не просто упоминание о возвращении ее домой. И дальше приводится речь Руфи, который имеет очень важное значение для понимания в целом всего дальнейшего повествования. Руфь говорит: «Куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом». Или можно даже перевести: «Твой народ — это мой народ. И твой Бог — это мой Бог. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду». Эти очень важные слова, как вы понимаете, для древности на самом деле были шокирующими. Почему? Потому что для любого древнего человека
умереть и быть похороненным в земле своих предков и со своим родом, или в могилах своего рода, да, это было самым важным. Потому что считалось, что в иной реальности, да, на том свете, люди будут также пребывать вместе со своим родом, со своими предками. Если же человек будет похоронен где-то на чужбине, то ему уже не придется общаться со своими предками на том свете. Вот. Но даже дело может быть и не в этом, да, но здесь сам факт того, что Руфь отказывается полностью от своих родных, от своего отечества, от своих богов в пользу Ноэмини, в пользу ее народа и ее Бога, говорит о полном самопожертвовании и самоотдаче Руфи ради Ноэмини. И дальше в 17 стихе приводится клятва Руфи, которую некоторые исследователи считают клятвой прозелита. Прозелит — это человек, который из язычества обращается в ветхозаветный иудаизм. И вот некоторые исследователи считают, что именно такой клятвой прозелиты клялись, когда происходил вот этот процесс перехода из язычества в истинную веру. Она говорит: «Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает». И дальше, обратите внимание, «Смерть одна разлучит меня с тобою». Это в синодальном переводе. Но, по правде говоря, здесь, скорее всего, неточность перевода. Правильнее было бы, скорее всего, перевести эту фразу так: «Пусть то и то сделает мне Господь, еще больше сделает, если смерть разлучит меня с тобою». То есть она даже в смерти обещает не разлучаться, не оставлять Ноэминь. Вот эта клятвенная формула, в которой впервые здесь произносится тетраграмма, священное имя Господа, Бога Израилева, Яхве. Она говорит здесь о том, что Руфь в этот момент становится иудейкой по вере. То есть в этот момент, когда она произносит клятву именем Бога Израилева, она себя объявляет представительницей и членом народа Божия, общины Господней. Да, и еще следует, наверное, пояснить вот эту фразу «пусть то и то сделает мне Господь». Что она означает? На самом деле, как считается, героиня здесь должна была произносить какие-то определенные проклятия на себя, которые в древности были традиционными. То есть не что-то непонятное Господь должен ей сделать, а что-то конкретное. Можно что-то сюда подставить очень страшное для человека, что должно случиться, если человек допустит, что он не хочет, чтобы совершалось. И, судя по всему, переписчики, переписывавшие текст уже впоследствии, пытаясь избежать проклятия, не упоминали конкретные проклятия, которые произносил герой книги. Это традиционно для Библии. Мы часто в Библии, в Ветхом Завете встречаем эту фразу «пусть то и то сделает мне Господь». То есть переписчик боялся, что если он напишет конкретное проклятие, которое произносит герой в отношении себя, это проклятие каким-то образом может негативно сказаться на его собственной судьбе. Далее говорится о том, что Ноэминь, услышав эти слова Руфи и увидев ее решимость, просто перестала уже ее уговаривать, и они шли вместе в Вифлеем. И вот когда они возвращаются в Вифлеем, а это 19 стих 1 главы, то ее встречают и говорят, удивляясь: «Неужели это Ноэминь пришла?» Ноэминь. А Ноэминь, как мы помним, можно перевести как «сладость» или «услада». И тогда Ноэминь им говорит: «Не называйте меня больше Ноэминью», сладостью или усладой, а называйте меня Марою. Мара — еврейское слово, переводящееся как «горечь», потому что Вседержитель послал мне великую горесть. То есть очень сильно меня огорчил Бог.
В этот момент она как бы бросает вызов самому Богу. Она говорит: «Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками, ни с чем. Пустою возвратил меня. Поэтому зачем называть меня наименью, когда Господь заставил меня страдать? И Вседержитель послал мне несчастье». Здесь словом «вседержитель» переводится еврейское слово «шаддай», которое несколько раз упоминается в тексте Библии. И его этимология достаточно сложная. В Септуагинте имя Божие переводится как «пантократор», то есть «вседержитель», но вполне вероятно его можно было бы перевести как «податель жизни». И таким образом здесь вот такая, знаете, подчеркивается полная противоположность, скажем, тому, что означает это имя Божие, податель жизни, да, и тому, что произошло с Наиминью. Она лишилась всего. В 22 стихе сказано: «Возвратилась Наиминь, и с нею сноха ее, Руфь Моавитянка, пришедшая с полей Моавитских». Но здесь очевидное противоречие, потому что если Наиминь действительно возвратилась, то Руфь, она не могла возвратиться, поскольку она никогда не была в Иудее. Но здесь подчеркивается, что Руфь именно возвратилась вместе с Наиминью. А дальше мы об этом еще скажем. Священный Писатель подчеркивает, что она не просто возвратилась, а она обратилась, став иудейкой, или, может быть, даже сказать можно, еврейкой. Хотя, конечно, она остается моавитянкой, и автор это подчеркивает. Но, тем не менее, моавитянкой, обратившейся в истинную веру, в ветхозаветный иудаизм. Дальше хронологическая привязка. Они пришли в Вифлеем в начале жатвы ячменя. Это апрель месяц, и это время празднования Пасхи. Таким образом, все повествование книги Руф укладывается в такие хронологические рамки. Значит, между началом жатвы ячменя, в период, в который происходило празднование Пасхи, и окончанием жатвы пшеницы, во время которого происходило празднование Пятидесятницы. Это Священный Писатель этим как бы подчеркивает полноту, что ли, вот этого рассказа, то есть некая полнота между Пасхой и Пятидесятницей, самый важный период в году в древнееврейском календаре. И, конечно же, это все ведет к намеку на то, что этот именно период, как бы священный период, да, приводит к очень важному событию — рождению царя Давида, который стал основателем Иерусалимской иудейской династии. А теперь вопрос.